Всем привет! Это канал Шелнат, меня зовут Шелковская Наталья, и я дизайнер интерьеров. В этом видео я дам вам два правила сочетания цветов в интерьере, которые закроют 90% ваших вопросов. Ну и в конце разберем несколько примеров. Первое правило, которое вам необходимо знать, называется освобождающее. Не нужно читать вот эти статьи по сочетанию, что зеленый не сочетается с красным, синий, желтый. Все можно сочетать, любой цвет. Вы вольны выбрать любую комбинацию. Вам нужно выбрать только ваши любимые цвета, либо подобрать цвета по их психологическому воздействию на человека. На эту тему у меня был очень активный, популярный спрос в Инстаграме. Я там сделала аж 2 статьи. В дальнейшем я планирую записать ролик с отдельными примерами, картинками. Пока этого ролика нет, наслаждайтесь статьями в Инстаграме на эту тему. Но вернемся к делу. Чтобы правильно сочетать любые цвета с любыми, вам необходимо знать всего 2 понятия, чуть-чуть теории. Первое понятие – это светлота. Представьте, что у меня здесь есть баночка с гуашью красного цвета, и в правой руке у меня есть баночка с гуашью белого цвета. И я заливаю в красный цвет белый, и красный меняет свой оттенок постепенно, сначала в розовый, и потом уходит в белизну. Либо у меня есть другая баночка красной гуаши, и я добавляю туда черный. Черный цвет постепенно делает красный сначала бордовым, потом уводит в черноту. Вот этот процесс добавления белого и черного цвета называется изменение светлоты, светлота цвета. Это первое понятие. Второе понятие – это насыщенность цвета. Мы берем уже 3-ю баночку гуаши красной, добавляем туда серый оттенок, и цвет у нас постепенно блекнет и меркнет, и мы получаем в конечном итоге серый оттенок. Это мы снизили насыщенность этого цвета, и это второй термин, который вам нужно знать. Второе правило, самое главное. Цвета хорошо сочетаются друг с другом, когда они равнозначны по светлоте или по насыщенности, или по светлоте и насыщенности. Для того, чтобы объяснить, что я только что сказала, потребуются некоторые колористические инструменты. У профессиональных дизайнерских красок есть вот такие вот цветовые образцы, где уже подобранные для интерьеров очень сложные, нетривиальные оттенки. Но чтобы сочетать их друг с другом, нужен определенный опыт и точное понимание того, что же мы ищем и куда же мы идем. Тут все не так просто, поэтому пока вот эти инструменты мы откладываем. Прекрасными помощниками могут стать вот такие цветовые веера. Они продаются в магазинах, где продаются интерьерные краски, вы их там можете купить или хотя бы просто попросить у продавца пощупать, что же это такое за инструменты, что он из себя представляет. И сразу пример. Мы, например, хотим сочетать вот такой вот нежный персиковый оттенок вместе с каким-нибудь лавандовым, немножко вот таким вот нежно-синевато-фиолетовым оттенком. И мы здесь двигаемся по этому верхнему ряду. И вот эти 2 оттенка у нас будут равнозначны по светлоте и по насыщенности. И вместе, поэтому они смотрятся шикарно, они очень дружны. Но вы должны знать, если вы хотите двигаться по этим рядам, в принципе, это возможно, но чем больше вы сдвигаетесь, тем больше вы рискуете. Потому что, например, если мы хотим сочетать вот этот вот нежно-песочный, нежно-персиковый оттенок с таким вот темным, насыщенным сине-фиолетовым, то вместе они смотреться не будут совершенно. Вот этот блеклый желтый будет смотреться как пожелтевшая от старости стена, а вот этот вот темно-синий будет смотреться практически как черный и будет давать очень угнетающее настроение. К этому темно-синему или темно-лавандовому оттенку лучше подойдет насыщенная хаки. Я как сказала,
Покупайте насыщенные хаки. Да, мне очень весело. Разберем на конкретных примерах. Вот прекрасный вариант сочетания оттенков, который родственны по насыщенности и по светлоте. Все это очень дружно смотрится и создает очень гармоничное и привлекательное, яркое и сочное пространство. Вот еще один пример. Здесь оттенки уже мягче, они пастельные. Здесь между цветами возникает очень мягкий, практически неразличимый контраст. И помещение все это создает очень дружелюбную и уютную атмосферу. Здесь хочется расслабиться. Вот еще один пример. Здесь точно такие же мягкие и хорошо сочетающиеся друг с другом оттенки, родственные по светлоте и насыщенности. Но здесь есть темный пол, и я вам как-нибудь отдельно расскажу об оптических иллюзиях, которые создают вот такие вот приемы. Ну и закончим ряд хороших примеров вот этой лестницей. Кажется очень многим, что зеленый и голубой не сочетаются. Вот прекрасный пример сочетания зеленого и голубого. Вместе они смотрятся просто шикарно. Теперь о плохих примерах. Вот интерьер, в котором сразу видно, что первое, на что бросается взгляд, это шторы. Они слишком насыщенные для такого интерьера, и хочется снять, выкинуть и повесить какие-то другие, более спокойные шторы. Это не гармоничное сочетание цветов. Вот еще плохой пример сочетания цветов. Здесь вы тоже наверняка уже чувствуете, что зеленый недостаточно темный и недостаточно насыщенный для этих фиолетовых диванов, кресел и ковров. Здесь вы сами чувствуете, что была попытка оживить интерьер желтым солнечным цветом, но здесь неправильно подобран цвет, он слишком для этого помещения насыщенный, и он очень сильно отвлекает внимание и раздражает. Он сюда не подходит. Ну и здесь вы сами прекрасно видите, что зеленый здесь слишком блеклый, фиолетовый слишком темный и насыщенный, и вместе эти два цвета выглядят очень плохо. Спасибо большое, что посмотрели это видео, ставьте лайки, если вам оно понравилось, это мотивирует меня снимать ролики чаще. Пишите в комментариях ниже ваши вопросы и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока-пока!